Покупать ли криптовалюты сейчас? Важное предупреждение перед тем, как решитесь. Ладно, смотрите, рынки сходят с ума. Цены то растут, то падают. Если честно, мы уже давно настроены пессимистично. Это не значит, что лично я настроен пессимистично. Просто цены уже довольно давно идут вниз. Но я верю, что дно уже близко. И хочу показать кое-что, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Также дам стратегию, чтобы вы не действовали вслепую. Вы на канале Крипто.ру. Наша редакция перевела для вас видео, в котором Пол рассказывает, покупать ли криптовалюты сейчас. Не забудьте подписаться и поставить лайк под видео. Вопрос в том, стоит ли вам сейчас покупать биткоин и альткоины, или лучше немного подождать. Опять же, я не буду монтировать это видео, я просто хочу выложить его и рассказать обо всех происходящих событиях. Многие из вас испугались, многие ушли с рынка. Я вижу это в своей работе с клиентами. Многие ушли, многие покинули группу. И как ни странно, много людей ушло именно сейчас. Хотя я считаю, что сейчас мы приближаемся к переломному моменту. Я действительно в это верю. Мы говорили об этом в предыдущих видео. И даже в прошлом году мы говорили, что пик бычьего рынка придется на конец 2024, начало 2025 года. Или, по крайней мере, пик биткоина придется на конец 2024, начало 2025 года со 100 до 140 тысяч долларов. Будет очень сильное падение, похожее на медвежий рынок, который выбьет многих из колеи. Мы сделаем сброс перед падением и так далее. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Я просто добавлю это для контекста. Окей, давайте посмотрим на цену. Сейчас биткоин стоит 88 тысяч. То, что вы видите, это формирование дна. Мы говорили об этом дне, о потенциальном дне, перед резким взлетом и падением. Похоже, что рост может продолжиться, но сначала нужно подняться. Для меня важно, чтобы биткоин преодолел отметку в 92 тысячи и остался над ней. И, конечно, 100 тысяч – это психологический барьер. Обычно это было бы 97 тысяч, но сейчас психологический барьер – это 100 тысяч. Как только достигнем этой поддержки, начнется рост. Вы можете обратить внимание на вот эти свечу и сброс, а потом рост. А затем еще одни свеча и сброс здесь, а теперь снова подъем. Это одно и то же? Нет. Я хочу сказать, что мы можем подняться до этого уровня. Это может выглядеть похоже. А вот здесь, на отметке в 102 тысячи, будет решающий момент. Так что да, 100 тысяч – это психологический барьер. Он станет поддержкой. Но для меня 102 тысячи – это ключевая точка. Я смотрю на нее. Если мы преодолеем 102 тысячи, то я уверен, побьем рекордные показатели или, по крайней мере, будем рядом с ними какое-то время. Посмотрим, что будет, окей? Так, это все о биткоине. Если мы посмотрим на альткоины прямо сейчас, то увидим много движений. Я сегодня выложил пост про Link. Но вы видите, что альткоины снова зеленеют. В общем, вот что происходит прямо сейчас, постараюсь вас не запутать. Альткоины упали достаточно, упали очень сильно, но биткоин остался на прежнем уровне. И это нас смутило. Я говорил, что падение биткоина недостаточно сильное, так? Обычно мы видим 30, 40, 50% падение BTC на бычьем рынке. Альткоины упали, но я говорил, что падение недостаточно сильное, а биткоин был вверху. Потом альткоины еще упали. Я сказал, что падение достаточно сильное, и теперь биткоин тоже должен упасть. Возможно, из-за институциональных инвесторов биткоин сохранит свою цену. И тут мы запутались. Теперь биткоин тоже упал в цене. Можно уверенно сказать, что сейчас формируется долгосрочное дно. И да, рост может быть волатильным из-за Трампа. Таков его характер. Его заявления влияют на рынки. Он вызывает много страха, много уверенности. Таков его характер. Из-за биржевых инвестиционных фондов, из-за институциональных инвесторов, сейчас мы взаимосвязаны с фондовым рынком сильнее, чем когда-либо. Поэтому фондовый рынок также влияет на криптовалютный рынок. Разойдутся ли они потом? Может, с биткоином, может, с несколькими другими монетами, но еще рано об этом говорить. Но сейчас мы очень сильно зависим от того, что происходит в мире из-за финансовых институтов и ETF. Вы сами об этом просили, вот, пожалуйста. Именно это сейчас и происходит. Давайте посмотрим на стратегию. Она связана с формированием дна. Лично я считаю, что как только мы преодолеем отметку около 88 тысяч долларов,
рост пойдет гораздо быстрее. Но в целом сейчас самое время покупать биткоин и альткоины с уровнем стоп-лосса вот здесь или еще ниже, если вы хотите быть агрессивным. Да, я знаю, это довольно большой уровень стоп-лосса, но для криптовалют это нормально. Еще одно место для стоп-лосса под зоной пампа и дампа Трампа. Вот здесь. Назовем это пампом и дампом Трампа. Я не говорю, что это так. Просто вот эти свеча вверх и свеча вниз – хороший уровень для стоп-лосса. Может немного ниже, вот здесь, для более консервативных и осторожных людей. Дело в том, что сейчас вы можете покупать, и у вас есть относительный стоп-лосс. Это может быть формированием дна. Мы уже предсказывали этот диапазон, когда упали ниже 90 тысяч. Мы сказали, что это возможно, если мы опустимся ниже 90 тысяч. Поэтому прямо сейчас я бы покупал биткоины и альткоины. Другая стратегия. Сыграть на американском нарративе о криптовалютах, которые потенциально могут попасть в стратегический резерв. Есть вероятность, что биткоин туда попадет. Например, есть линк, который может попасть в список стратегического резерва. Но даже если он не попадет, то само ожидание того, что это может случиться, должно поднять цену. Вы можете поискать другие альткоины, связанные с нарративом криптовалюты, сделанные в США. Довольно давно я уже делал об этом видео. Можете посмотреть их и сыграть на этом. Вот что вы можете сделать. Есть несколько способов. Первый – торговать ими. Я бы не стал использовать кредитное плечо, но я бы торговал ими. И я бы зафиксировал прибыль незадолго до объявления. Она может привести к еще большему росту цены. Там я бы зафиксировал еще больше прибыли. Можно даже переключиться с монет, уже выросших в цене, например, ADA и так далее, на монеты, которые могут вырасти в цене, а затем перенести прибыль в первые. Или просто сыграть на этом, но не забыть про стоп-лоссы. Можно сделать трейлинг-стопы на пути вверх. Это имеет смысл в данном случае. Если будет объявлен список и линк попадет в стратегический резерв, то мы можем увидеть мега-рост, как это было раньше, а затем цена снова упадет, когда люди начнут забирать прибыль, продавать на новостях и так далее. Итак, это одна из стратегий. Другая стратегия – просто добавить линк в свой портфель и переводить прибыль в биткоин. Так вы сможете больше инвестировать в биткоин. Есть и другие способы. Прямо сейчас вы можете воспользоваться столькими способами. Я не буду подробно рассказывать про все сделки и альткоины. Просто хочу вам дать общее представление о том, что я делаю или буду делать. Я выбрал последний вариант. Я купил линк, а теперь буду фиксировать прибыль, если о нем будет объявлено. Если нет, то мы посмотрим, что будет происходить на графиках. Посмотрим, что будет. Но даже если все пойдет наперекосяк и ничего не случится, то у нас есть стоп-лосс. Мы знаем, что если цена опустится ниже, то мы выйдем из сделки. Посмотрим. Если вы действуете агрессивно, то диапазон от 78 до 71-74 тысяч. Я говорю о биткоине. Альткоины, скорее всего, поведут себя по-другому. Я не буду смотреть каждый альткоин, это бессмысленно. Лучше следить за биткоином, на мой взгляд. Или за тем, где вы установили стоп-лосс. Любой установленный уровень зависит от того, насколько вы готовы рисковать. В общем, сейчас самое время войти в рынок. Сейчас самое время совершить сделку. Сейчас самое время войти в рынок. Конечно, учитывайте риски, стоп-лоссы, психологические или реальные, в зависимости от вашего стиля инвестирования. Может, вы просто покупаете в обменниках и кладете монеты в кошельки. Это один из немногих случаев, когда я бы посоветовал оставить часть на бирже для обменов, потому что вы обмениваете и получаете прибыль с обмена. Не буду много болтать, чтобы ролик не вышел очень длинным, но вот что я бы сделал. Вот что я сейчас делаю, понятно? Проверьте ссылки в описании ниже. Я был бы очень признателен, если бы вы меня поддержали. У меня есть VIP-группа. Вам не обязательно в нее вступать, но вы можете получить дополнительную поддержку. Можете круглосуточно задавать мне вопросы. Есть ежемесячные AMA, вопрос-ответ, где можно задавать вопросы просто лично мне. Можете посмотреть мой портфель и то, чем я занимаюсь. Вы можете приступить к торговле быстрее, чем после просмотра этого ролика.
ролика. Когда я путешествую, то всегда обновляю группу, а в видео не всегда могу говорить обо всем, что хочу. Есть коучинг 1 на 1, если хотите, чтобы я сидел у вас за плечом и показывал, как я работаю с криптовалютами, или если у вас есть вопросы. Есть разные продукты. Посмотрите, подойдут ли они вам. Если нет, то ничего страшного. И да, я продолжу снимать эти видео и надеюсь, что скоро вернусь к монтажу, потому что сейчас у меня много работы. Ладно, большое спасибо, берегите себя. Обязательно посмотрите вот это видео и предыдущий ролик, чтобы был понятен контекст. Несколько видео назад я рассказал, что нужно сделать прямо сейчас, когда биткоин и альткоины падают в цене. Сделайте это сейчас, чтобы выжить. Увидимся. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.